Конституционный суд Таиланда распустил оппозиционную партию «Движение вперед». Год назад она победила на парламентских выборах, в том числе благодаря планам упразднить наказание за оскорбление королевской семьи. Суд посчитал это посягательством на государственный строй. Подробности в материале Юрия Кукина. На фоне портретов неприкасаемой королевской семьи коллегия Конституционного суда выносит решение о судьбе главной оппозиционной партии Таиланда «Движение вперед». Чтобы защитить основные принципы нашей конституционной монархии, мы должны распустить эту партию. Сторонники «Движения вперед» за ходом заседания наблюдают в прямом эфире. Вердикт суда они встречают криками ярости и не могут сдержать слез. Это ненормально. Я не могу этого принять. Партия не должна быть распущена. Суд должен расследовать и проверить доказательства. Как вы можете быть уверены, что доказательства настоящие? На поиск доказательств суду потребовалось 4 месяца. Иск с требованием распустить партию еще в апреле направила избирательная комиссия Таиланда. Она обвинила «Движение вперед» в попытке нарушить конституционные основы государства. И все из-за предложения отменить статью 112 Уголовного кодекса об оскорблении и критике монархии, наказание по которой достигает 15 лет тюрьмы. Я не ожидала, что результат будет таким. Мне грустно, но я ни о чем не жалею. В конечном счете мы продолжим бороться. В отличие от своих сторонников, к подобному исходу событий в руководстве партии готовились заранее. За неделю до заседания ее лидер Пита Лимчароенрат уверял, что даже если суд и примет решение о распуске, концом политической карьеры «Движение вперед» это не станет. Если необходимо, мы сможем обеспечить плавный переход в новую партию. Вы должны понимать, это не первый раз, когда мы проходим через подобное за последние 5 лет. Нынешние власти – это местная аристократия и военные, которые сидят в правительстве с 2014 года. «Движение вперед» появилось в 2020-м, после распуска другой продемократической и популярной партии будущего, члены которой тогда по большей части и составили костяк новой силы. У депутатов этой партии будет возможность в течение 60 дней соответственно, примкнуть к какой-нибудь политической силы, уже представленной в парламенте. И вот даже касательно партии будущего, так имела место такая же практика. Даже были несколько депутатов, которые перешли в консервативную партию, иронично так выражаясь, из партии будущего перешли в партию прошлого. Уже через 3 года «Движение вперед», которую поддерживает в основном прогрессивная молодежь, одержало уверенную победу на парламентских выборах и получило 151 из 500 мест в Палате представителей, а Лимчароенрата выдвинули на пост премьер-министра. Но сформировать правительство у партии не получилось. Парламент в итоге проголосовал против, несмотря на то, что в поддержку Лимчароенрата на улицы Таиланда вышли тысячи людей. Я не согласна с таким поворотом. Я надеялась, что сегодня все закончится. Таиланду пора двигаться дальше, и нынешние власти не должны оттягивать момент отставки таким способом. Народ сделал свой выбор, и они должны ему подчиниться. В итоге коалицию сформировали без участия «Движения вперед», после чего против партии и лично Лимчароенрата началась череда судебных разбирательств. В январе ему даже удалось выиграть дело о незаконном участии в выборах, но в этот раз суд решил и вовсе отстранить оппозицию от политики. После того, как суд распустил партию, мы также решили запретить деятельность тех, кто был ее руководителями с 25 марта 2021 года по 31 января 2024 года. Теперь Лимчароенрат и другие руководители партии не смогут заниматься политической деятельностью на протяжении следующих 10 лет. Политик с решением суда не согласен, но оспаривать его не планирует и уже готов передать эстафету новым лидерам. У меня есть свобода и право настаивать на нашей невиновности, что у нас нет намерения совершить измену или поднять мятеж, или попытаться избавить Таиланд от монархии. Я, безусловно, горжусь тем, чего мне удалось достичь. Горжусь своими коллегами и людьми, которые меня поддерживали. Я не жалею о проделанной работе. Я оставил свой след во Вселенной. Скорее всего, он действительно будет активно заниматься социальной работой, будет активно встречаться со своими поклонниками, со своими бывшими, может быть, будущими избирателями
и, соответственно, готовить почву для возможного возвращения в будущем. Ну а будущее теперь уже бывшей партии «Движение вперед» определится всего через 2 дня. По словам Лимча-Ройнрата, 9 августа ее представители соберутся, чтобы объявить, в каком формате и с каким названием она будет существовать дальше. И хотя сам Лимча-Ройнрат на этом съезде уже не появится, основная идеология и программа «Движение вперед», которая стремилась к демократическим изменениям Таиланда, в новой партии сохранится. Юрий Кукин, Валерий Роганов и Антон Сухоруков. RTVI.